В 2017 году Земля встретила очень странный объект. В то время мы этого не знали, но нашу планету посетило нечто, пришедшее из глубин пустоты космоса, из другой звездной системы. Это было не похоже ни на что, что мы видели раньше, и нам потребовались годы, чтобы выяснить, чем же на самом деле был этот объект. Сейчас, в 2025 году, все повторяется. К нашему Солнцу приближается еще один странный гость. Только в этот раз мы можем увидеть его приближение. И все вот-вот станет еще более странным. Начнем сначала. Это Оumuamua. Это первый когда-либо обнаруженный межзвездный объект, то есть он пришел из другой звездной системы. Затем он провел миллионы лет, путешествуя по пространству, направляясь к нашей собственной Солнечной системе. Но даже так этот объект застал нас врасплох. К моменту, когда мы наконец идентифицировали объект, он уже совершил свое ближайшее сближение с Солнцем и двигался прочь из Солнечной системы обратно в пустоту. Оumuamua получил свое имя от Гавайской обсерватории, которая впервые его обнаружила. Изначально они подумали, что это просто еще одна комета, но при более тщательном рассмотрении они поняли, что у нее нет характерного хвоста кометы, проходящей через Солнечную систему. Значит, это должен быть астероид. Только этот объект вел себя слишком странно, чтобы быть просто космической глыбой. Он двигался слишком быстро. Это первая подсказка, что перед нами межзвездный объект. Все в пределах нашей Солнечной системы захвачено гравитацией Солнца. Все планеты, кометы, астероиды. Мы все просто вращаемся вокруг этой невероятной силы гравитации. И единственный способ выбраться из Солнечной системы – это ускориться, достичь скорости убегания. Это зависит от того, насколько близко вы находитесь к Солнцу. Но от Земли скорость убегания составляла бы примерно 42 км в секунду. Когда мы впервые заметили Оumuamua, когда она проходила за орбитой Земли по пути прочь из Солнечной системы, она двигалась со скоростью 87 км в секунду. Слишком быстро, чтобы ее поймала гравитация Солнца. Это то, что мы называем гиперболической траекторией. И что действительно интересно, прежде чем Оumuamua пролетела мимо Земли, она пролетела настолько близко к Солнцу, что оказалась внутри орбиты Меркурия. И что еще более интересно, такое близкое сближение с мощным гравитационным полем должно было замедлить объект. Но то, что мы наблюдали, было противоположным. По мере удаления от Солнца Оumuamua фактически разгонялась и вылетала из Солнечной системы. Отсюда и название Оumuamua. На языке гавайцев это означает «первый, кто протянул руку» или «первый дальний вестник». Обычно перевод сводят к одному слову – «разведчик». Итак, у нас есть слои странностей, и это только начало. Если рассматриваемый объект был просто межзвездным астероидом, то его движение должно подчиняться законам физики. А физика диктует, что при пролете мимо Солнца он должен был замедлиться. Если этого не произошло, значит какую-то другую силу, исходящую изнутри самого объекта, должно было воздействовать на изменение его скорости. Это означает, что физически невозможно, чтобы этот объект был просто камнем. Он должен быть чем-то иным. И следующий уровень странности в том, что не только Оumuamua двигалась по пространству так, как мы никогда не видели ранее, она еще и выглядела очень необычно в процессе движения. Когда мы пытаемся составить изображение чего-то в космосе, все, на что мы в действительности опираемся, это количество солнечного света, отраженного от объекта. Гигантские тела, вроде Сатурна и Юпитера, отражают огромное количество света, и это позволяет нам видеть их отчетливо, даже несмотря на огромные расстояния. Но если говорить о чем-то относительно маленьком, как астероид, мы видим только слабую точку света, отраженного от этого объекта. Большинство астероидов
не очень отражают свет, потому что они просто камни и в основном имеют округлую форму. Поэтому мы ожидаем наблюдать относительно равномерное и тусклое отражение. Оумуамуа поступило неожиданно. Во-первых, это очень яркий объект, сильно отражающий свет, что говорит о том, что он, вероятно, не из камня. Во-вторых, по мере наблюдения света в небе он был непостоянным. Он пульсировал от яркого к тусклому и обратно каждые 7 часов. Это означает, что объект не может быть круглым, как астероид. Мы видим длинную сторону и короткую сторону. Это привело астрономов к маловероятному выводу, что объект, вероятно, был длинным и узким, подобным сигаре, и медленно кувыркался нос к нос по мере движения в пространстве. Хотя это также могло быть объяснено объектом блюдообразной формы, широким, плоским и тонким, также кувыркающимся во время движения. Но сказать людям, что вы видели летающую тарелку, пришедшую из другой звездной системы, может показаться немного сумасшедшим. Если, конечно, именно это и произошло в таком случае. Пришельцы. Является ли Оумуамуа инопланетным космическим кораблем? Здесь канал «История» попытался бы убедить вас, что да, и это было бы возможно, но мы просто представляем то, что знаем, и предлагаем вам сделать собственные выводы. Но все это довольно странно. Люди зацикливаются на внешнем виде Оумуамуа, и он действительно необычен. Но не стоит забывать, что на самом деле это необъяснимое изменение скорости объекта делает его настолько странным. Это то, что придает гипотезе об инопланетянах некоторую правдоподобность. Итак, в чем дело? Для кометы нормально разгоняться, когда она проходит мимо Солнца, потому что кометы, по сути, это большие куски льда, пришедшие из далеких районов нашей Солнечной системы, из пояса Оорта. Там совершенно разные странные замороженные объекты. Это как дно вашего морозильника. Иногда один из них проходит через внутреннюю Солнечную систему, и по мере приближения к Солнцу лед начинает превращаться в газ. Это называется сублимацией, что отличается от таяния тем, что лед никогда не становится жидким. Он напрямую переходит из твердого состояния в газообразное. Именно это дает комете ее расплывчатую оболочку, также называемую каймой, и ее длинный хвост. При сублимации также выделяется много пыли. В любом случае, смысл в том, что все это излившееся вещество действует подобно двигателю на космическом корабле. Так что если Солнце нагревает одну сторону кометы, она выплюнет больше газа в этом направлении, и сила вытолкнет объект, изменив его орбиту и скорость. Но у Оумуамуа не было никаких визуальных характеристик, свойственных кометам. Никакой комы, никакого хвоста, никакого заметного выброса газа. Тем не менее, он вел себя очень похоже на комету, что заставляет некоторых думать, что это на самом деле космический аппарат с двигателями. Перейдем к тому, откуда пришла Оумуамуа. Ее направление указывает на звезду Вегу. Это самая яркая звезда в созвездии Лиры, которая видна над северной частью неба. Вега – это не просто какая-то случайная звезда. Ее тщательно изучали астрономы на протяжении многих лет, и ее часто называют самой важной звездой на небе после Солнца. Это интересно. 14 тысяч лет назад Вега фактически была северной полярной звездой Земли, полярной звездой, неподвижной точкой света в ночном небе, которую, вероятно, использовали для навигации с древнейших времен. Полярная звезда меняется со временем, поскольку Земля медленно крутится и колеблется в пространстве. В настоящее время это полярная звезда Полярис, но она снова станет Вегой примерно через 14 тысяч лет.
Сейчас нет доказательств того, что Оumuамуа пришла из системы Веги. Она просто пришла из того направления, что по совпадению является тем же направлением, в котором сейчас движется наша собственная Солнечная система. Так что в той мере, в какой Оumuамуа ударила по нам, мы также в некотором смысле ударили по ней. Мы еще поговорим о том, как объекты перемещаются по галактике. Когда Оumuамуа обогнула наше Солнце, она полетела прямо в сторону Земли. Здесь некоторые говорят, что совпадения действительно начинают накапливаться. Этот странный объект пришел из далекого, но исторически значимого направления в галактике, ведет себя странно и необъяснимо, и пролетел прямо мимо нас. Конечно, близко — понятие относительное в космосе, но даже так при ближайшем пролете он находился на расстоянии 24 миллионов километров. Для сравнения, Луна находится на расстоянии 400 тысяч километров, то есть это примерно в 50 раз дальше, чем расстояние до Луны. Но, возможно, древний инопланетный зонд из развитой цивилизации все равно мог бы увидеть нас с такого расстояния. Именно в этот момент наши телескопы впервые заметили Оumuamua, несколько дней после ближайшего пролета мимо Земли, когда он уже двигался обратно в межзвездное пространство. Так что, несмотря на то, что он пролетел относительно близко, у нас не было много шансов изучить Оumuamua или даже понять, что именно это было. Появлялись идеи отправить зонд, чтобы догнать Оumuamua и изучить его, но объект движется настолько быстро и имеет такой большой форвард, что никакой химический ракетный двигатель просто не догонит его. Нам пришлось бы продумать сложную траекторию, при которой зонд полетел бы к Юпитеру, использовал бы гравитационный маневр у планеты, чтобы упасть к Солнцу, затем включил двигатели, когда пролетал бы мимо Солнца, чтобы выкинуть себя за пределы Солнечной системы в том же направлении, что и Оumuamua. И это вряд ли когда-либо произойдет. Если бы Оumuamua была единственным межзвездным объектом, который мы увидим за свою жизнь, возможно, что-то подобное могло бы иметь смысл. Но вскоре после этой первой встречи с куском далекой галактики началось нечто странное. Нас посетили снова. В 2019 году был замечен второй межзвездный объект. Этот объект назвали Борисов в честь любителя-астронома, который впервые его обнаружил. Подобно Оumuamua, Борисов двигался по гиперболической траектории, слишком быстро, чтобы его поймало Солнце. И Борисов исходил из того же общего направления в северном небе, на этот раз из созвездия Кассиопеи. В отличие от Оumuamua, однако, Борисов определенно комета. Он выглядит как комета, ведет себя как комета, и, насколько мы можем судить, состоит из очень похожих веществ, что и кометы в нашей собственной Солнечной системе. Все еще довольно круто, но ничего ошеломительного. Хотя интересно то, что мы внезапно перешли от нулевого числа межзвездных объектов за все время наших наблюдений ночного неба к 2 объектам за 2 года, а затем появился третий. Наш новый гость – третий, Атлас, что означает третий межзвездный объект, и он был обнаружен системой АТ-ЛАС, автономной роботизированной системой слежения последнего оповещения о землеподобных астероидах, которая является автономным роботизированным обзором, обнаруживающим околоземные объекты. Его заметили 1 июля на расстоянии 4,5 астрономических единиц от Солнца. Астрономическая единица – это среднее расстояние между Землей и Солнцем. Мы используем ее как измерительную линейку Солнечной системы. Таким образом, третий Атлас находился в 4,5 раза дальше от Солнца, чем Земля, то есть фактически чуть за орбитой Юпитера, но все еще очень далеко от Марса. Интересное в третьем Атласе
то, что мы обнаружили его, когда он шел к Солнечной системе. Сейчас мы наблюдаем его приближение к Солнцу впервые. Первоначально бросалось в глаза то, что этот объект действительно большой и движется очень быстро, намного быстрее, чем Оumuamua, и он прилетает из совершенно другого направления, в то время как мы фактически ударились в Оumuаму и Борисово лоб в лоб, Атлас приходит сбоку, как удар в бок. И это означает, что Атлас пришел из совершенно другой части галактики, где-то далекой, древней и очень не похожей на наше ближайшее космическое окружение. Обычно мы привыкли видеть нашу галактику Млечный Путь сверху. Мы располагаемся примерно здесь, почти посередине между ядром и внешним краем. Но с нашей точки зрения галактика выглядит скорее сбоку. У нас есть большой сферический бугор в центре, также называемый Балджем, и вокруг него относительно плоский диск звезд, планет, газа и прочего, который вращается по спирали. Подавляющее большинство звезд сосредоточено в очень тонкой центральной плоскости, которую мы называем тонким диском. Именно там находится наше Солнце. Но чуть выше и ниже тонкого диска располагается гораздо менее плотный и более рассеянный слой звезд, известный как толстый диск. Поскольку там меньше звездообразования, объекты в толстом диске, как правило, гораздо старше, пережитки ранних дней галактики. А за пределами толстого диска есть разрозненные скопления звезд, которые мы называем шаровыми скоплениями. Они, вероятно, очень странные, но сегодня мы о них не будем. Причина, по которой это важно, заключается в том, что третий атлас, по всей видимости, пришел из толстого диска. И если это так, то это может быть настолько древний объект, что это трудно представить. В верхней оценке ему может быть более 7 миллиардов лет, старше нашей собственной Солнечной системы. Только это уже делает третий атлас очень интересным объектом. Однако есть еще два фактора, которые усиливают интригу. Первый – размер. Этот объект действительно большой. Первоначальные оценки диаметра давали до 20 километров. И по мере того, как мы продолжали наблюдать атлас и лучше понимать, что именно мы видим, стало ясно, что у этого объекта действительно есть кома и облако газа и пыли, что означает, это не твердый объект, как Оumuamua. Он межзвездная комета, подобная Борисову. Кома достигает 20 километров в ширину, но ядро, то есть твердая масса замерзших веществ в центре, все еще может быть диаметром до 11 километров. Это было бы в 10 раз больше Оumuamua и в 5 раз больше Борисова, так что размеры растут. И второй факт, вероятно, самый странный относительно атласа – его траектория. Поскольку этот объект приходит сбоку, у него будет возможность пролететь рядом с несколькими планетами по пути. Ближайшим будет Марс, на расстоянии примерно 28 миллионов километров. Затем он пройдет относительно недалеко от Венеры и около 97 миллионов километров. А по выходе он пролетит мимо Юпитера на расстоянии всего лишь 53 миллионов километров. Так что на своей экскурсии он получит качественный осмотр достопримечательностей. Но случайно третий атлас полностью пройдет мимо Земли. Мы фактически окажемся на противоположной стороне Солнца в тот момент, когда комета пройдет через внутреннюю Солнечную систему. Это значит, что наши телескопы потеряют объект из виду в октябре этого года, и мы не сможем наблюдать его снова до декабря, когда он уже совершит свое ближайшее сближение с Солнцем и будет на пути прочь из Солнечной системы. Как и в случае со странным поведением Оumuamua, некоторые утверждают, что планетное турне третьего атласа не совпадение,
а намеренное поведение инопланетного зонда, который пытается узнать как можно больше о нашей Солнечной системе, при этом избегая ближайшего наблюдения с единственной обитаемой планеты, прячась за Солнцем. Даже при открытом уме это кажется довольно натянутым. Если некая древняя инопланетная цивилизация действительно отправила зонд через межзвездное пространство, и он путешествовал миллиарды лет и имел возможность изучить планету, покрытую жизнью, и населенную развитой цивилизацией, а затем в последний момент уклоняется от нас, это выглядит маловероятным. В любом случае, потрясающее в третьем атласе то, что у нас еще есть пара месяцев, чтобы наблюдать его по мере приближения к внутренней Солнечной системе. Со временем многое из загадочного превратится в знание. И в отличие от Оumuamua, у нас еще может быть шанс перехватить атлас. Скорее всего, мы не сможем построить ИППВ, а эти запустить что-нибудь с Земли достаточно быстро, но у нас уже есть существующие космические аппараты на орбите вокруг Марса и Юпитера. Так что существует сценарий, при котором один из марсианских орбитальных аппаратов изменит свою орбиту, чтобы подняться и попытаться подойти к атласу как можно ближе. Есть даже сценарий, при котором аппарат Юнона покинет орбиту Юпитера и встретится с Атласом в глубоком космосе следующей весной. Это вряд ли случится, но было бы круто хотя бы для того, чтобы наконец узнать, что именно мы наблюдаем. Если бы мы могли сделать то же самое для Оumuamua, у нас сегодня было бы гораздо больше ответов и гораздо меньше вопросов. Но даже не отправляя зонд, у нас уже есть довольно хорошие гипотезы. Итак, если Оumuamua не был инопланетным кораблем, он все еще мог быть кометой. Если комета – это просто кусок замерзшего вещества, то нет никакого правила о том, из чего именно это вещество должно состоять в иных звездных системах. Кометы, которые мы видим в нашей Солнечной системе, обычно состоят из замороженной воды, которая сублимируется в газ и создает характерный хвост, потому что водяной пар, как правило, легко обнаружим, подобно пару. Но не весь газ так заметен. Азот составляет почти 80% воздуха, который мы вдыхаем. Он бесцветен, без запаха и в целом неощутим. Но он способствует росту растений, так что это важный компонент. И есть один очень знакомый объект, состоящий почти целиком из азота. Это Плутон. Объект, ранее считавшейся планетой. Большая часть поверхности Плутона покрыта азотным льдом, и именно это Оumuamua во многом объясняет, почему Плутон кажется большим и ярким при наблюдении в телескоп. Замерзший азот сильно отражает свет. При этом его диаметр менее 2500 километров. Он намного меньше нашей Луны. Теперь представьте сценарий. Плутон получает удар от гигантского астероида или бродячей планеты и разрушается на острые куски. Один из этих осколков запускается в сторону Солнца с невероятной скоростью. У нас имеется кусок замерзшего материала, движущийся из внешней Солнечной системы в ее внутреннюю часть. По сути, комета по большинству определений. Только этот кусок состоит почти полностью из азотного льда. По мере приближения к Солнцу он начнет сублимироваться, и лед превратится в газ. Но поскольку азот невидим и инертен, мы не увидим комы или хвоста, исходящих от объекта. Это не значит, что их нет, они есть. А затем, по мере того, как осколок Плутона приближается к Солнцу, выделяется все больше газа, и встроенная реактивная система объекта начинает работать. В этом хаотическом процессе гравитация Солнца в итоге отбрасывает осколок прямо из Солнечной системы в межзвездное пространство. Это и было бы Оumuamua, если бы подобный сценарий разыгрался в далекой звездной системе, возможно, в системе Веги, и выбросил бы странный осколок замерзшего азота от разбитой карликовой планеты, который затем попал бы в нашу Солнечную систему
и пролетел бы мимо нашего Солнца. Или же инопланетяне построили 100 метров длинный зонд в форме сигары, закрутили его и запустили в сторону нашей Солнечной системы, чтобы он пролетел относительно близко к Земле, но не слишком близко, и затем просто улетел, ничего не сделав. Поэтому важно, что у нас есть возможность как следует изучить Третий атлас, потому что это позволит исключить многие из этих известных неизвестных. Мы можем многому научиться о том, как на самом деле устроена Вселенная, о процессах природы в масштабах, которые настолько невообразимо превосходят нашу крошечную человеческую жизнь на одной бледно-голубой точке. Так что самое интересное еще впереди. Следите за обновлениями.